Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки, за вашу поддержку. Я сегодня к вам вот с такими ниточками, с такой интересной палитрой. На канале есть узоры с такими ниточками, даже с таким цветом есть. Ну и с новым узорчиком. Итак, давайте по порядку. Новички, кто еще не работал с данными ниточками, смотрите. Называются они Alize, Angora Gold, Simli. Simli, значит, прозрачные, такие вот блестящие, металлические. Итак, в моточке 100 грамм, в 100 граммах 500 метров по составу. Это, смотрите, 75% акрил, 20% это шерсть и 5% металлик. Вот он металлик, видите? Интересно переливается. Советуют нам производители брать крючок от 2 до 4. Я данную пряжу вяжу крючком номер 3. Под мою плотность и мои узорчики меня, в принципе, это устраивает. Так, крючок номер 3. И сразу же, пока не забыла, скажу вам цвет. На камеру передается такой, как он есть на самом деле. Итак, цвет, смотрите, 27. Вот. Вы, в свою очередь, берете пряжу любую, не только такую, которую показываю я. Все узорчики универсальные. Поэтому берите и зимнюю, и демисезонную, и летнюю пряжу. Пробуйте, вяжите, экспериментируйте. Самое главное, правильно прочитайте инструкцию, да, вот аннотацию к пряже. И правильно подберите крючок. И тогда у вас все получится. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схемка читабельная, хорошего качества. Те, кто умеет работать со схемками самостоятельно, можете вязать самостоятельно. Те, кто не умеет еще работать со схемками, повторяйте за руками, но обязательно просматривайте в схемке, как мы с вами провязываем тот или иной элемент и как он обозначается на схемке. Так вы научитесь самостоятельно работать с любыми схемками. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 16 петелек. Давайте я наберу 2 раппорта, это уже 32 воздушные петельки. И дополнительно я наберу еще 5 петелек, вы увидите, для того, чтобы узорчик красиво, ровно, симметрично закончился. Итого я набираю 37 воздушных петелек, ну а вы набираете столько, сколько вам будет необходимо. Итак, для начала все как всегда, петелька фиксации. При наборе петелек данную петельку не считаем. А теперь я набираю 37 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37. Вот такая вот у меня получилась цепочка из воздушных петелек, будущий образец. Далее, новички, рекомендую связать вам вспомогательный ряд, как в многих узорчиках, состоящий из столбиков с накидом, потому что поначалу бывает, что в воздушных петельках новички путаются, а в столбиках мы уже не запутаемся. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Это столбик с накидом. Первые вот эти вот 3 петельки, это имитация столбика с накидом. Стоит, получается, имитация на 4-й петельке. Поняли, да? Накид. По порядочку следующую петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали столбик с накидом. И так далее. Ныряем в каждую петельку нашей цепочки, не пропускаем ни одну петельку и провязываем столбики с накидом. По итогу контролируйте сами себя. У вас должно получиться количество столбиков ровно столько, сколько вы провязали петелек в цепочке. То есть вот у меня, например, 37 воздушных петелек. Значит, у меня получится 37 столбиков с накидом. У вас может быть больше, может быть меньше, смотря в зависимости от того, сколько вы петелек набирали изначально в цепочку. И вот так вот провязывайте до конца ряда. Не забывайте, 3 петельки подъема — это имитация столбика. Считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встретимся, посмотрим, что получится. Несложно. Давайте. В конце ряда встречаемся.
Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики. Все ровненько, аккуратненько. Приступаем непосредственно к узорчику. Итак, для начала делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Делаем накид. Вот мы с вами провязали, получается, 3 петельки подъема. Это имитация столбика с накидом вот над первым столбиком. Дальше второй столбик мы пропускаем. И в третий столбик нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки, 2, 2, столбик с накидом. Дальше воздушная петелька, накид, вернулись сюда же, вот верхушку этого же столбика и провязали еще один столбик с накидом. И у нас с вами получилась вот такая вот рогаточка. Вот рогаточка. Дальше делаем накид. Внимательно пропускаем 2 столбика. Раз, два. В третий столбик нырнули, вытянули ниточку и провязали столбик с накидом. Воздушная петелька, накид. Вернулись сюда же, верхушку этого же столбика, и провязали еще один столбик с накидом. Вторая рогаточка. Смотрите, вот что по итогу получается. 2 рогаточки. Дальше 2 воздушные петельки. Раз, два. Теперь мы с вами пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. В пятый нырнули и провязали столбик с накидом. Теперь 2 воздушные петельки, вернее 3. Раз, два, три. Опять вернулись сюда же и провязали еще один столбик с накидом. У нас получилась вот такая вот широкая рогаточка. Здесь у нас были маленькие рогаточки, а здесь широкая рогатка. 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаем опять 4 столбика. Раз, два, три, 4. В пятый провязываем маленькую рогаточку. Столбик с накидом. Раз. Воздушная петелька. И вернулись сюда же и провязали столбик с накидом 2. Вот, мы с вами провязали раппорт нашего узорчика. Дальше будет только повторение. То есть опять будут 2 рогаточки маленькие, 1 рогаточка большая и 1 рогаточка маленькая. Давайте вместе еще раз свяжем. Итак, накид. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. В третий маленькую рогаточку, столбик с накидом. Раз. Воздушная петелька и сюда же столбик с накидом 2. Есть. Еще одну рогаточку. Накид. 2 столбика пропустили. Раз, два. В третий столбик с накидом. Раз. Воздушная петелька и сюда же столбик с накидом 2. Есть. Теперь у нас с вами получается большая вот такая вот рогаточка. 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. В пятый столбик с накидом. Раз. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Вернулись сюда же, столбик с накидом 2. Вот такая вот широкая большая рогаточка. 2 воздушные петельки. Раз, два. Опять пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. В пятый столбик с накидом. Раз. Первая рогаточка. Воздушная петелька. И вернулись сюда же, столбик с накидом 2. И теперь мы заканчиваем наше вязание, то есть наш раппорт закончился, да? Дальше просто выравниваем, чтобы узорчик смотрелся симметрично. Накид, 2 столбика пропустили, в третий провязываем столбик с накидом. Раз. Воздушная петелька и сюда же столбик с накидом 2. Теперь мы с вами пропускаем 1 столбик, и там, где 3 петельки подъема были, в третью петельку провязываем столбик с накидом. И на этом наш ряд заканчивается. Все ровненько, аккуратненько. Вот так вот не спеша мы с вами вместе провязали целый ряд нашего узорчика. Угу. Не сложно? Не сложно. Идем дальше. Итак, второй ряд нашего узорчика. Для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И теперь наша с вами задача над нашими рогаточками провязать точно такие же рогаточки. Несложно. Накид. Вот между столбиками была воздушная петелька. Так, вот мы в эту арочку нырнули,
вытянули ниточку и провязали столбик с накидом. Воздушная петелька, и сюда же опять вернулись и провязали в арочку еще один столбик с накидом. У нас сформировалась опять рогатка. Видите, как она стоит? Над рогаткой рогатка. Дальше накид, следующая рогаточка. Точно так же в арочку нырнули и провязали столбик с накидом. Раз. Воздушная петелька, и сюда же вернулись в арочку и провязали столбик с накидом 2. Вот у нас над рогаточками рогаточки. Здесь несложно. Дальше будьте внимательны. Смотрите, делаем воздушную петельку и будем работать вот с этой вот большой рогаткой, вот этой большой арочкой. Смотрите, сделали накид, нырнули в арочку, вытянули ниточку, подтянули вот так вот чуть-чуть, держим на крючке, не провязываем. Раз, считаем. Накид, еще раз нырнули, вытянули ниточку, подтянули 2, считаем. Накид, еще раз нырнули, вытянули 3. Теперь смотрите, провязываем все петельки на крючке, кроме последней. Раз, провязали, и у нас на крючке осталось 2 петельки. И вот теперь 2 петельки вместе. Оп, вот такой вот пышный столбик у нас с вами получился. Дальше воздушная петелька, еще такой же пышный столбик делаем в эту же арочку. Нырнули, вытянули, раз, считаем. Накид, нырнули, вытянули, подтянули 2, накид 3. Теперь все провязали, кроме последней петельки. Оп, 2 петельки на крючке. И теперь 2 петельки вместе. Еще воздушная петелька. Точно так же делаем 3-й раз. Накид, нырнули, вытянули, подтянули. Раз, 2, 3. Провязали, кроме последней, и 2 петельки вместе. Воздушная петелька и 4-й раз точно так же. Раз, 2, 3. Провязали, 2 петельки провязали. Вот что у нас по итогу получается. Вот такие вот 4 пышных столбика в одной большой арочке. Угу. Вы можете делать здесь непосредственно пышные столбики, стоящие не как я, из 3, так скажем, петелек, да, и 3 накидов. Можете 4, 5, 7, 10 делать на ваше усмотрение. Будет смотреться более эффектно, но пряжа скушает, конечно, больше. Так что на ваше усмотрение. Тут включайте непосредственно свою фантазию. Итак, после пышного столбика 1 воздушная петелька. И дальше у нас идут наши рогаточки маленькие. Мы над рогаточками провязываем рогаточки. Итак, в первую арочку нырнули, провязали столбик с накидом 1, воздушная петелька, и сюда же вернулись, столбик с накидом 2. Итак, первая рогаточка готова. Дальше накид во вторую рогаточку, столбик с накидом 1, воздушная петелька, и сюда же столбик с накидом 2. Вторая рогаточка готова. И точно так же провязываем 3-ю. Накид, нырнули в арочку, провязали столбик с накидом 1, воздушная петелька, и сюда же столбик с накидом 2. Все, несложно, видите? Над рогаточками будут всегда у нас рогаточки. Давайте еще раз провяжем с вами вместе вот такие пышные столбики. Воздушная петелька, вот наша большая широкая рогаточка, ныряем в нее, 1, 2, 3, провязали вместе и 2 петельки вместе. Воздушная, следующий пышный столбик, 1, 2, 3, провязали и так вот зафиксировали. Воздушная петелька. 3-й раз. 1, 2, 3. Провязали и зафиксировали. Воздушная петелька. И последний 4-й раз. 1, 2, 3. Провязали, зафиксировали. Вот опять наши пышные столбики. Вот такой вот веерочек получился. Видите? Симпатичненько, да? И заканчиваем вязание наше вот такими вот рогаточками. То есть делаем воздушную петельку, над рогаточкой рогаточка. Столбик с накидом 1, воздушная петелька, сюда же столбик с накидом 2. Столбик с накидом 1,
воздушная петелька, столбик с накидом 2. И заканчиваем вязание. Вот 3 петельки подъема у нас были предыдущего ряда. В третью петельку провязываем столбик с накидом. И мы с вами вместе опять провязали полностью второй ряд. Как вам? Несложно, скажите, да? Идем дальше. Итак, третий ряд нашего узорчика. Для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Мы с вами договаривались, что над рогаточками будут всегда рогаточки. То есть тут без изменений. Вы уже провязывали, знаете. В первую арочку нырнули, столбик с накидом, воздушная петелька, столбик с накидом. Во вторую арочку нырнули, столбик с накидом, воздушная петелька и столбик с накидом. Все, тут у нас над рогаточками рогаточки, тут без изменений, все понятно. Дальше 2 воздушные петельки. 1, 2. Здесь внимательно. Вот наши получается 4 пышные столбика. 1, 2, 3, 4. Между ними арочки из одной воздушной петельки. 1, 2, 3. Так вот, во вторую арочку нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик с накидом, 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Опять сюда же вернулись, в эту же арочку, и провязали второй столбик с накидом. И у нас с вами, смотрите, та самая широкая получается арочка, которая была в самом первом ряду. То есть мы с вами повторяем самый-самый первый ряд. Дальше 2 воздушные петельки. И опять над арочками, получается над рогаточками, рогаточки. Воздушная петелька и второй столбик с накидом. Видите? Мы с вами повторяем полностью первый ряд. Когда вы провяжете так, полностью ряд, обратно будете возвращаться вот таким вот вторым рядом. То есть мы с вами провязали вертикальный раппорт узорчика. Он всего лишь 2 ряда. Один у нас будет весь с рогаточками ряд, второй рогаточки и пышные столбики. Сейчас рогаточки, обратно рогаточки и пышные столбики. Все, несложно. Вот такой вот незатейливый, интересный, оригинальный узорчик. Давайте провяжем несколько рядочков и встретимся через несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Получится очень даже красиво. Давайте. Итак, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что у меня по итогу получается. Вот так вот нежно-воздушно, да, но в то же время простенько и оригинально. Узорчик получается двусторонний, но мне кажется, что все равно одна сторона пышных столбиков выглядит выпуклее, чем другая. То есть вот на этой стороне пышные столбики более выпуклые, а на этой стороне как-то более плоские, что ли. То есть, ну вот смотрите, на ваше усмотрение. Если это будет палантин, то выбирайте любую сторону. Если это будет, например, топик, да, то, наверное, там, где выпуклая сторона, там, наверное, лучше. Ну, узорчик может быть из летних ниточек, да, топики и маечки, возможно, летние кофточки. Не забывайте, что узорчик можно перевернуть, так, и ваши веерочки, получается, вот такие вот пышные столбика, будут смотреть вниз. То есть на ваше усмотрение. Берите толстую пряжу, тонкую пряжу, пробуйте, вяжите зимние вещи, жилеточки, возможно, демисезонные, летние вещи. Возможно, кто-то из вас уже вязал, поэтому пишите в комментариях, что вязали, что у вас получилось, каких ниточек. Нам будет интересно почитать. Вот такая красота. Несложная, но интересная. Итак, из моей пряжи узорчик вот так вот тянется. И вот так вот тянется. Получше, да? Из вашей пряжи может тянуться больше, может тянуться меньше, поэтому пробуйте, экспериментируйте. Давайте замерим сегодняшнюю мою красоту. Я набирала 37 воздушных петелек. Ну вот, допустим, моя пряжа, да, моя плотность вязания, мой крючок. То есть у всех может быть все по-разному. Вот у меня, например, это получается, ну вот, 17 сантиметров, 16,8, 17 сантиметров. И здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядочков. И самый первый 11. То у меня получается 11, ну, допустим, с половиной, 11,3, 11,4 сантиметра. Вот такая красота. Узорчик растет быстро, поэтому у вас, конечно, палантинчик может получиться буквально за 2 вечера. То есть так вот сели и целенаправленно вполне возможно связать. То есть он несложный, быстро запоминается и растет быстро. Вот такая красота.
Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, и вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты. Жите с удовольствием. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.